Черный дом. Черный дом или дом сестер. Именно так называют заброшенный дом, расположенный недалеко от леса. Причем первый вариант пользуется большой популярностью. Местные жители знают, что этот дом лучше обходить стороной и даже не приближаются к нему. Зато слухи о нем так и манят заезжую молодежь. Большинство приезжает в эту почти ничем не примечательную деревню за тем, чтобы проверить легенды и на себе испытать дух адреналина. Что уж тут скажешь, деревенские только крутят пальцем у виска. Лет 50 назад жила в одном доме семья, от других они ничем не отличались. Отец – глава семьи, мать – тихая и приятная женщина, дочки, а их было 4, и старенькая бабушка – мать отца. Жили они себе, работали, и вдруг неожиданно умирает отец. Буквально через полгода за ним уходит мать. Остались девушки на попечении полуслепой бабушки, которая даже из дома никогда не выходила. Вскоре умерла и бабушка. Зажили девушки вчетвером. Возраст у них был такой, что женихов была пора искать и замуж выходить. Самой младшей было 18, старшей 20. Но почему-то ни одна из них замуж выходить не спешила. Да что там замуж, их и не видел в деревне почти никто, только старшую изредка. Она в магазин за продуктами ходила 2 раза в месяц. Сидели они, видимо, все время дома, а чем занимались и откуда у них деньги брались на продукты, было неизвестно. Но вроде видели однажды старшую сестру на рынке, она там ягоды продавала. Люди в деревне были спокойные, в меру любопытные, и поэтому старались особо не лезть в жизнь сестер. Живут, никого не трогают и пусть. А в начале июля узнали, умерла младшая Галина, пошла в лес и пропала. Нашли ее 2 деревенских мужиков. Сидела девочка под деревом, холодная вся и на себя не похожая. Как и от чего умерла, непонятно. Из-за этого священник отказался ее отпевать, и похоронили Галю не по-человечески, за кладбищем. Похоронили ее, а в скорости Анна, та, что была на полгода старше Гали, умерла. Но она вроде болела, только чем никто не знал, поэтому люди подумали, что запустила она болезнь свою, вот и умерла. Лечиться-то вовремя надо. Похоронили и Анну, ее священник все же отпел. Прошла после похорон неделя, и на ужас всем жителям, в воскресенье днем они узнают от старшей Василисы, что умерла и 3-я ее сестричка Софья. Пошла девушка за водой, а колодец находился недалеко от речки и долго не возвращалась. Когда же Софья не вернулась и ночью, Василиса сама пошла к колодцу, а нашла ее тело уже в реке, а если быть точнее, возле берега, запутанное в камышах. Тут уж по деревне пошли слухи, и о чем только не болтал народ, и что Василиса сама сестер своих на тот свет отправила, чтобы дом ей достался, и что на всю семью ведьма обозлилась и мстит им, и что вся семья проклята и так далее. Хорошо, что Василиса сидела дома и не слышала, что о ней говорят, а то не выдержала бы и умерла раньше времени от горя, а ей так было тяжело. Что там говорить о похоронах Софьи? Священник только услышал, где ее нашли, развернулся и ушел. Большинство людей последовали его примеру, ведь Софья считалась самоубийцей, а это грех большой, его нельзя прощать. Мольбами Василисы несколько мужиков вырыли яму возле могилы Гали. Похоронила Василиса последнюю сестру и осталась одна жить в доме. Почти все злорадствовали, живет теперь сама хозяйка. Да стоит ли даже говорить об этом? А вот как на самом деле жилось Василисе, не знал никто. В магазин она перестала ходить, и чем питалась, оставалось только догадываться. Из этого некоторые сделали вывод, что она ведьма и пьет кровь, однако это никак не подтвердилось. В деревне никто не умирал, и все были вполне живы-здоровы. Слухи продолжались ровно до того момента, пока не стало известно, умерла Василиса. Ее обнаружили по чистой случайности.
Какой-то мальчишка проходил мимо дом сестер и из любопытства заглянул в окно, а там он увидел бледно-синюю Василису, полусидящую на постели. Мальчишка от увиденного потом еще месяц заикался и спал с включенным светом, а у местных жителей появилась легенда о проклятом доме, и они стали обходить его любой дорогой. Конечно, после того, как Василису похоронили возле двух ее сестер. Так и стоят 3 могилки за кладбищем, и никто их не посещает. Прошло много лет, старики поумирали, а те, кто вырос, уехали из деревни. Но сама деревня все так же стояла и никуда не исчезла. И дом сестер тоже стоял, но стал он совсем заброшенным, и со всех сторон его окружили непролазные кусты. Крыша почернела и почти вся обвалилась, зато стены стояли прочно, а на деревянной двери по-прежнему висел старый замок. Легенда, как и раньше, ходила по деревне и даже вышла за ее окрестности. Из города то и дело начали приезжать всякие любопытные. Деревенские тоже начали ходить к дому. И все было бы хорошо, но стало модно у молодежи топать к этому дому ночью. Вот тогда и начало происходить что-то непонятное и жуткое. Первым, с кем приключилась история, был парнишка из местных. Его звали Сергей, и он очень любил находить себе приключения, а с тем и проблемы. Желая выделиться, он наспор сказал друзьям, что пойдет к дому сестер ночью и докажет, что это самый обычный дом, и все слухи, что о нем ходят, выдумки чистой воды. Друзья посмеялись, но сами не рискнули составить ему компанию, поэтому к дому шел Сергей один. Для начала пришлось ему продираться сквозь кусты, царапая себе руки, ноги и лицо, а потом у него еще и фонарик потух. Хорошо, что вскоре тучи открыли небо, и половинка луны немного осветила дом. Радуясь такой смелости, Сергей обошел дом и посмотрел в окно. Зачем? Он не собирался в той тьме что-нибудь разглядеть, а вот доказать, что Санька трус, хотел. Сашка говорил, что боится смотреть в окно этого дома из-за риска увидеть что-то, а Сергей возьмет, посмотрит и потом волю поиздевается над другом трусишкой. Сергей минуты 2 вглядывался в темноту, и ему показалось, что внутри стало как-то светлее. По крайней мере, он увидел коридор и дверь, ведущую, наверное, в одну из комнат. Вдруг до него начало доноситься какое-то жуткое пение. Сначала Сергей подумал, что ему это послышалось, но пение становилось громче, причем раздавалось оно в самом доме. Волосы у Сергея встали дыбом в прямом смысле, когда он понял, что это пение напоминает ему заупокойное пение священника в церкви. Только сейчас оно раздавалось так громко и устрашающе, что коленки у парня затряслись от страха. В следующую минуту он увидел, как темнеющая в конце коридора дверь открылась, и из нее на самом деле вышел священник. Сергей увидел его полную фигуру и слегка поблескивающее облачение. За священником 4 мужчин вынесли черный гроб, и тут уже нервы у Сергея сдали, и он, умирая от ужаса, рванул через кусты, не разбирая дороги. После этого случая на голове у Сергея заметно прибавилось седых волос, и он стал непривычно тихим, это даже другие заметили. Игорю, худому 20-летнему парню, досталось похлеще. После случившегося он некоторое время лежал в больнице. Старая баба Нина и сейчас помнит, как в 3 часа ночи в ее окно заколотили, чуть не выбив в нем стекло, и белое как мел лицо парня. Оставшуюся ночь она отпаивала Игоря черным чаем и слушала его пробирающую до костей историю. А произошло с ним вот что. В 12:30 ночи он отправился к дому сестер. Он, конечно, не верил ни во что, но нужно же было доказать на своем примере, что слухи про этот дом вранье. Он и историю Сергея слышал, и как следует посмеялся с его впечатлительности. Что можно было увидеть в темноте? Правильно, ничего. И Игорь пошел к дому, чтобы это доказать. Он тоже пробирался сквозь кусты, которые оцарапали его с ног до головы, но это не важно. Едва он ступил на территорию дома, как увидел, что одно окошко светится. Подумав, что кто-то решил его разыграть, а он был в этом точно уверен,
Он подошел к окну и заглянул в него. В комнате, скудно освещаемой лампой, была старомодная обстановка. Из предметов мебели были только стул, стол и большая железная кровать у стены. На кровати, откинувшись на подушку, полулежала девушка в светлом платье. Ее глаза были закрыты, руки безвольно лежали по бокам. И все те 10 минут, что Игорь на нее смотрел, она была неподвижна. Он даже пытался присмотреться, дышит ли она, но вздымания груди не увидел. Расстояние было небольшое, и он мог увидеть, как она дышит, но тем не менее не увидел. При этом она была вся абсолютно белая, почти в тон своему платью. Игорь так и застыл перед окном. Он смотрел на лежащую девушку, смотрел на обстановку, и ему казалось, что время здесь остановилось. Очнулся он буквально через минуту перед темным окном. Тогда он и дал дёру, перепугавшись и поняв, что никто его не разыгрывает. Борис, которому в тот момент было 40 лет, и не думал искать себе приключения, просто выпил много, захотелось по нужде, и он залез подальше. Как оказалось, залез не очень далеко, но спьяну заблудился и начал искать выход. Вылез он к домику и увидел, что 2 окошка приветливо светятся. Он подошел к ближайшему и постучал. На кухне за столом вроде сидел кто-то. Борис сильно не всматривался, а забарабанил еще громче. Поняв, что хозяева его не слышат, он поковылял ко второму окошку и снова постучал. Здесь стол стоял почти рядом с окном, и Борис увидел, что за ним сидят девушки. Только они были странные какие-то. Борис не сразу понял, что в них не так. У всех 4 на головах лежали венки из увядших цветов, и одеты они были в одинаковые белые платья. Но самое ужасное, что выглядели они как покойницы. Борис видел мертвецов, он работал в морге, но он никак не ожидал увидеть вот такое. Сине-желтые восковые лица, темные губы и настолько тонкие руки, что локти на них казались острыми. Они сидели с закрытыми глазами и губами, но Борис слышал непрекращающийся шепот, раздававшийся в комнате, как если бы окно было открыто. Но о чем был этот шепот, не разобрать. В ту ночь Борис бросил пить, а заодно и приближаться к страшному дому. С парочкой, которая пошла к дому с целью увидеть что-то, тоже произошел случай. После этого они уехали в город и больше не приезжали. Видно, поверили все-таки, что что-то есть. Как и все, пришли они к дому поздно ночью и очень удивились свету в его окнах. Они видели комнаты, коридор, почти весь дом изнутри, но ни одного живого человека в нем. При этом на двери со стороны улицы висел замок. Можно было подумать, что кто-то из местных забрался внутрь, включил везде свет, а потом закрыл дверь и ушел, решив так попугать любопытных. Но дом был нежилым на протяжении нескольких лет, в конце концов с побитыми окнами и проломленной крышей. А перед глазами парня и девушки он был цел и невредим, будто только построен, и в комнатах почти все было, от мебели до обоев на стенах. Парочка вернулась сюда днем, чтобы проверить, изменилось ли что-нибудь, и они увидели заброшенный, старый, почти без крыши и окон дом. Они заглядывали внутрь, но не видели того, что было ночью. Внутри была одна разруха, камни и море сорняков. Этих историй оказалось недостаточно еще одному городскому пареньку. Он был ярым скептиком. Его не испугали жуткие рассказы о доме. На все у него был свой ответ. Паренек, конечно, не умер, смертельно не заболел, но что-то с ним случилось. Свою историю он рассказал другу, и, конечно, о ней потом узнали все остальные. Пошел он туда, как и остальные, ночью, вот только не увидел света в окнах. Он взломал замок, но когда толкнул дверь, она почему-то не открылась. Толкнул еще раз, то же самое. Замок снят, а дверь не открывается. В чем проблема? Тогда он начал ругаться и, вспомнив байку, крикнул, что разобьет окно и все равно залезет. Влад клялся, что после своих слов услышал за дверью тихий голос, сказавший ему «входи». Дверь действительно открылась, когда он толкнул ее, и зашел Влад в темный коридор.
Он посветил себе фонариком и увидел валявшиеся везде старые тряпки, камни и растущие до колена кусты сорняков. Словом, все, что сопутствует заброшенности. Пройдясь по дому и не найдя ничего интересного, Влад вернулся к выходу, как вдруг услышал бормотание. Доносилось оно из-за стены, что показалось ему странным, ведь он только что обошел весь дом и никого не видел. Влад открыл дверь в ближайшую комнату. За столом сидела девушка с темными волосами и перебирала вишни. Она отрывала хвостики и складывала их в кучку, а очищенные ягоды ложила в миску, стоявшую рядом. Про себя она негромко бубнила какую-то песенку. Именно ее бормотание он слышал из-за стены. Влад испугался и быстро вышел из комнаты. Он вдруг оказался в другом коридоре, не темном и забитом камнями, а в чистом, даже ухоженном. Ничего не понимая, он смотрел по сторонам, вернулся на кухню. Девушка все так же сидела и перебирала вишни, но уже молча. Влад вышел в коридор и внезапно услышал смех. Дрожа всем телом, он открыл дверь соседней комнаты и увидел сидящих на кровати двух девушек в ночнушках. Они смеялись и что-то говорили друг другу, но Влад ни капельки их не понимал. Он даже слов разобрать не мог, будто ветер шелестел. Решив, что с него хватит, он выбежал в коридор и услышал всхлипывание. Голос, судя по всему, принадлежал мужчине и доносился из комнаты напротив. Влад зашел в нее и онемел от страха. Здесь в ряд стояли на табуретках 4 гроба. По всей комнате разносился негромкий плач, но никого вокруг не было. Не помня себя от ужаса, Влад выскочил в коридор, решив убираться отсюда немедленно, но, увидев перед собой промелькнувшую черную тень, закричал и открыл дверь в первую попавшуюся комнату. Эта комната была небольшая и уютная, ее освещала лишь одна лампа, стоявшая на столе у окна. Тишину разбавляло негромкое тиканье часов. У стены располагалась высокая железная кровать. На ней полусидела девушка с распущенными волосами и в длинном платье. Влад подошел к ней ближе и от увиденного даже зажмурился. Вся белая, с плотно закрытыми глазами и руками по швам, она внушала ужас, и без доктора было понятно, что она мертва. Окончательно испугавшись, парень попятился к двери, как услышал за спиной тихое «Будь нашим гостем». Завизжав, Влад рванул на себя дверь, но она оказалась закрытой. В комнате между тем слышался шепот: «Присаживайся, подожди немного, я позову сестер». Влад осматривал обезумевшими глазами спальню и понимал, что кроме него и покойницы в кровати здесь больше никого нет. Он снова закричал и попытался выломать дверь. Дверь не поддавалась, и Влад подбежал к окну. Он взял стул, надеясь разбить стекло, но не успел он замахнуться, как перед его глазами окно начало быстро уменьшаться, пока не исчезло совсем. От ужаса у Влада закружилась голова. Он сел на стул, обдумывая, как ему выбраться из этой проклятой комнаты, но внезапно до него стало доходить, что что-то не так. Часы стали тикать очень медленно. Секундная стрелка на циферблате замирала, и, как он определил, ходила примерно через 1 минуту. Влад, не мигая, смотрел на покойницу, ожидая, что она сейчас встанет, и тогда он точно распластается здесь с инфарктом. Покойница не вставала, и это хоть немного давало ему надежды не умереть от страха. Странная тишина заставила его поднять голову и посмотреть на часы. Прошло минуты 3, а секундная стрелка не двигалась. Она так и замерла на 6. Через какое-то мгновение стрелка двинулась с места и возобновила свой привычный ход, тикая через каждую секунду. Вот тут Влада отвлекло какое-то еле заметное шевеление на кровати. Он глянул на мертвую девушку и увидел, как у нее шевельнулась рука. В голове у Влада появился туман. Мысли испарились, уступив место настолько безумному страху, что биение своего сердца он слышал по всей комнате. Мертвая девушка встала, не открывая глаз, и начала очень медленно ходить. В спальне появился шепот. Разобрать слова было невозможно. Он сбивал парня с толку.
В какой-то момент Влад додумался сесть на кровать, потому что покойница ходила вокруг его стула. Но не успел он вздохнуть от облегчения, как кровать под ним вдруг закачалась из стороны в сторону, и он начал проваливаться в нее. Последнее, что он увидел и почувствовал, это то, как ему на лицо сыпется влажная земля. Очнулся Влад утром перед злосчастным домом. Он не стал еще раз испытывать судьбу и поспешно вернулся домой. Был это сон или все происходило на самом деле, Влад не знал, но он помнил, что когда проснулся, замка на двери не было. Компания любителей страшных историй захотела пощекотать себе нервы и приобрести свою коллекцию историю о проклятом доме. Все было по плану. 11:30 ночи. Громкий смех и фразы «лично я в это не верю». Шутки прекратились, когда все вышли к дому. Тот стоял на прежнем месте полностью черный, будто облитый краской. Ничего не понимая, ребята светили фонариками и стояли, выпучив глаза. Они обошли дом, но не нашли ни окон, ни двери. В придачу их ноги утопали в мягкой земле. Походив так немного, любители экстрима ушли. А на утро всем рассказали, что дом ночью стал полностью черным. Позже некоторые тоже стали видеть дом сестер черным. Приходили, а он стоит без окон, без дверей и черный от крыши до земли. Истории про дом на этом не заканчиваются. Один старый дедуля рассказал, что ему говорила в детстве его бабушка. Она была свидетельницей 2 странных случаев, касавшихся сестер. Возвращалась она как-то от подруги поздно вечером, а жила ее подружка через дорогу от проклятого дома. За этим домом как раз начиналось небольшое поле с лесом и кладбище недалеко. Вышла бабушка и пошла по дороге. Дом сестер прошла и видит фигуру белую, идущую через поле. Бабушка остановилась и смотрит. Фигура быстрыми шагами прямиком к дому сестер со стороны сада зашла и на крыльцо поднялась. Заметила старушка, что мужик этот был высокий и плечистый, одетый в белые штаны и рубашку. Бабушка быстренько к калитке, смотрит, а мужика уже нет на крыльце. Она постучала, и Василиса открыла. Бабушка и спрашивает, что это за гость такой к вам так поздно пришел, и все в таком духе. Василиса на нее удивленно посмотрела, говорит, что никто к ним сейчас и вообще сегодня не приходил. Они уже спали, бабушке, видимо, показалось. Бабушка ушла, но тогда еще подумала, что ничего ей не показалось, видела она мужика. А через время узнала, что Галя умерла. Бабушка в приметы верила и говорила, что эта смерть к ним приходила. Другой случай произошел, когда бабушка пошла на кладбище поубираться на могилках родных. Сделала она свои дела и направилась к выходу. Да вспомнила о сестрах и захотела посетить могилки отца их и матери, и Галю заодно. Отец с матерью тут были, а до могилки Гали было далеко идти. Вот и пошла бабушка сначала к родителям. Конфет немного и печенья у нее с собой было. Пришла бабушка, поздоровалась, положила гостинцев на могилке и села на скамеечку отдохнуть. Сидит она, и вдруг ветер сильный подул и перевернул фотографию отца вниз головой. Бабушка охнула, подскочила и давай поправлять ее, а фотография от чего-то не держится и переворачивается, как ни поправляй. Прочитала бабушка молитву и пошла домой, так страшно ей стало. В ту же ночь ей приснился сон. Идет она по улице, птицы поют, солнце светит. В каждом дворе зеленеют деревья, так ярко-ярко аж глаза слепит. Подходит она к дому сестер, а у них во дворе нет ни одного дерева, и вместо окон сплошная стена. Бабушка открывает калитку, а перед ней появляется Петр Сергеевич, отец семейства, и лицо у него строгое, даже грозное, и говорит он ей: «Уходи, Марина, нечего тебе здесь делать». Сказал так, закрыл калитку и ушел в дом. После этого бабушка была уверена, что все дело в отце. Не зря же ей знаки давал кто-то. Слишком строгий он, наверное, был. Дочкам своим ничего не разрешал и никуда не отпускал. Может, причины на это были, а может и просто так.
Но поумирали несчастные девочки одна за другой, а бабушка и сделать ничего не смогла, хотя очень хотела.